Всем добрый день, с вами канал Опыт Тичера. Сегодня мы с вами рассмотрим инструмент ChatGPT. На данный момент, на сегодня очень много различных ИИ, либо называют их нейросети, да. К примеру, у нас есть Midjourney, который по текстовому описанию может вам сделать какую-либо картинку. То же самое, как и DALL-E. Возможно, в следующих выпусках мы с вами посмотрим про данные нейросети, но сегодня мы с вами остановимся именно на ChatGPT. Мы делали такой краткий пост в Инстаграме, в нашем Телеграме про его возможности. Ну и в принципе вы, наверное, уже про него расслышаны. Здесь мы вбиваем какой-либо вопрос, и он, соответственно, вам отвечает, либо же отвечает на какие-то запросы. Переходим на openai.com, либо же можете просто вбить в Google, но если не хотите переходить через Google и так далее, можете перейти прямо через chat.openai.com. Здесь, соответственно, нужно будет вам зарегистрироваться, так как там будет ваша история, ваши фидбэки и так далее. Давайте нажмем на Sign Up, да, зарегистрироваться, ну и, естественно, выберем Google. Если же, получается, вы авторизованы, можно будет просто выбрать необходимый аккаунт. Но здесь, получается, зашел с другого браузера, поэтому я захожу заново. Так, ждем. Здесь, ну пускай так и будет, имя, фамилия вводим. Введем свой номер. Ну и, соответственно, дождемся кода. После того, как мы ввели код, здесь нас встречает такая рабочая панель. Ну и, соответственно, они говорят то, что это для бесплатного использования, так как они делают исследования, соответственно, то, что вы это будете вводить, они могут его, соответственно, использовать для своей аналитики. Да, вот здесь они как раз-таки объясняют, как они собирают эти данные, но, в принципе, нам это не так нужно. У кого есть Discord, можете перейти, там есть комьюнити, которое обсуждает также нововведения и, получается, некоторые функции ChatGPT, какие запросы они выдают. Ну, в принципе, на этом все. Слева у нас можно начинать несколько чатов, да, если вы будете, к примеру, вышли, да, откуда-то, и, соответственно, можно будет зайти заново в аккаунт и продолжить данный чат. Ну, к примеру, давайте ведем передовые педагогические технологии. Да, посмотрим, что он нам выдаст. Здесь вон, как мы видим, он уже сразу же начинает печатать, то есть он использует данные из интернета, но если мы потом скопируем и вставим тот же самый Google, то в принципе там, как мы говорим, да, на плагиат выходит очень редко, конечно же, но при этом здесь как бы присутствуют такие общие фразы, соответственно, их можно будет, к примеру, использовать, когда вы начинаете писать какую-то статью, да, на конференцию, к примеру, про передовые педагогические технологии. Чисто для введения, да, естественно, для литературного обзора это уже не пойдет. Так, ну давайте я сейчас промотаю. Да, как мы видим, здесь вот он выдал несколько результатов, да, некоторые из передовых педагогических технологий. Это вот наше Student-Centered Learning, да, то есть индивидуализированное обучение, Project-Based Learning, проектно-ориентированное обучение и так далее. Соответственно, если вам данный текст понравился, да, вы можете здесь написать какой-то фидбэк, да, к примеру, либо же наоборот поставить дизлайк и написать, что именно не понравилось, там может быть формулировка, может быть по грамматике и так далее, то есть вы можете поделиться своими данными. Когда нажимаете на Originate Response, то есть он заново этот же вопрос рассматривает и дает, соответственно, следующий ответ. Так, окей, давайте здесь, пока это пишется, нажмем на New Chat. Да, вот здесь появляется другой чат, и, к примеру, мы можем написать, как использовать тот же самый, как использовать ChatGPT, ну давайте напишем на уроках, да, почему бы и нет. Так, промотаю. Так, ну здесь я заново перешел на педагогические технологии, и когда вернулся, он мне выдал на английском языке уже. Но, в принципе, да, на английском он даже пишет быстрее, скорее всего, они используют переводчик, да, то есть с английского на русский. Кстати, на казахском языке тоже можно будет написать.
Здесь он говорит, да, как использовать чат GPT на уроках. Первое, это для создания какого-то чата. Мгм. Здесь, говорит, первое, для создания каких-то дискуссий и, соответственно, для них подсказок в группе или же в классах. Также можно давать обратную связь учащимся, обратно-таки для поддержки групповой дискуссии и, соответственно, для создания вопросов к викторинам. Мы недавно тоже рассматривали создание задач, к примеру, я учитель физики, и когда написал там 3 задачи по кинематике, он, в принципе, выдает задачи, правда, без цифр, просто говорит, какие задачи могут быть на такую-то тему. То есть тоже очень интересно, можно будет посмотреть. Или же, к примеру, вы там филолог, да, языковед, вам нужно сделать какой-то текст, вы можете написать, сгенерируй текст там по такому-то, такой-то теме, да, как пример. На самом деле все зависит от вашей креативности, но как такой быстрый вариант, да, создать что-то интересное, которое не встретишь в интернете, что очень важно, данный инструмент очень подойдет для вас. Окей, всем спасибо за внимание, до свидания.